Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. Что будет меняться? Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 21 по 30 ноября. Давайте уже узнаем, каковы подсказки карт. При этом будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, тем не менее, рассмотреть альтернативные варианты определенно стоит. Жизнь никогда не бывает полностью предсказуема. И последняя декада ноября, она как раз и может быть связана с тем, что мы становимся большими реалистами. Новости, информация, обстоятельства, в которых мы находимся, как раз и вынуждают нас увидеть как новую концепцию, может быть, и мира, или наших возможностей. Плутон меняет статусы, и теперь он уже в знаке зодиака Водолей. Меняет статусы, может быть, как и по части личной жизни или по части вашей работы. Вы можете строить карьеру, если даже прежде вы об этом всерьез не задумывались. Потому что меняются наши цели. Приоритеты где-то могут тоже меняться. И в этот период ноября мы будем более точно знать свои, опять же, возможности. Как и то, что мы не захотим продолжать, так и наши приоритеты. Некоторая перезагрузка может происходить и в связи с тем, что, может быть, придет информация, или это будет связано с вашими решениями, на что мы больше не хотим ориентироваться, или на что мы не можем надеяться. И мы можем очень остро чувствовать этот период, именно потому что эмоциональный фон, он где-то может зашкаливать в наших эмоциях, может быть некоторый беспорядок. Итак, 4 карты мы достаем на оракуле Ленорман и узнаем ваше будущее, как видит оракул Ленорман, с 21 по 30 ноября. И на колоде Таро, Таро Легенд. Первая карта, Таро неожиданность. С чем неожиданности будут связаны в этот 10-дневный период? Вторая карта – ваша сильная позиция, или что вам помогает, в чем ваш успех, мои дорогие, в чем ваша сила. И по основным сферам жизни – дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, документы, финансы, деньги, личная жизнь. И мы достанем карту «Совет», которую откроем в конце нашего расклада. Итак, каковы же события вашего будущего? Вопросы денег, у кого-то вопросы поездки, переезда, оформления важных документов. Может быть, по части жилья иногда проигрывается по этой карте. Может быть, поездка сама по себе, как путешествие у нас на заднем плане, как раз корабль, один из символов Меркурия, ваш планета-руководитель. Здесь какая-то конкретизация проекта у вас идет, того или иного. У кого-то связана, может быть, работа с перемещениями или работа, наоборот, когда меняется график, я хочу работать из любой точки мира, работать на дому. Или наоборот, прежде было на дому, а теперь вы работа с командировками или в другой какой-то местности. Вот перемещение или путешествие по рыбе тоже идет. Ну и, безусловно, деньги. Символ благополучия или решение некоторых финансовых вопросов. Вообще деньги будут для вас в центре ваших интересов, это точно. Или какой-то денежный вопрос, который вам нужно решить, развилка. Как будто можно и направо, можно и налево. Одновременно в две стороны не пойдешь. Поэтому выбор ваш какой-то очень важный, который может в себя включать новую концепцию жизни, может быть новая концепция быта или жилья, или семьи, или, возможно, заработков тоже. Давайте откроем еще одну карту. Выбор важный. Много общения, может быть, согласований. Но, видимо, вершина дипломатии для вас будет. Вы умеете со всеми договариваться, и ваша в этом сильная позиция, не случайно планета-управитель Меркурий, как раз дает вам возможность услышать других людей и отстроить собственное благополучие. Или, иными словами, договориться с людьми разными. В нашем букете разные цветы. И где-то предполагается, что, может быть, нам и не все люди, не все контакты приятны, но есть интерес, заинтересованность. И значит, в целом, вот этот букет у вас получится сложить. Но и время не терять, потому что букет
имеет склонность увядать. Поэтому чем-то воспользоваться для вас, то есть острота какая-то момента в последнюю декаду ноября для вас будет присутствовать. Но договориться вы с кем-то сумеете. Вопросы любви, личной жизни, взаимопонимания. Именно, может быть, какая-то ваша история, которая связана с вашими близкими, с вашими родными, с вашей семьей или с любимым человеком. У кого-то любимый человек на расстоянии. И здесь будут вопросы переезда или на что мы будем соглашаться, или в каких рамках мы будем отстраивать наши в дальнейшем отношения. Может быть, это была дружба или было какое-то знакомство, а теперь вы задумаетесь, по крайней мере, в каком ракурсе или в каких рамках я готов продолжать эти отношения, или насколько готова в них углубиться, или в целом вы соедините и вопросы и денег, и личной жизни, и места пребывания, и дальнейших каких-то планов. Вообще очень продуктивный период ноября. Неожиданность, с чем может быть связана пятерка пентаклей. Вот в этой карте хочу показать, продемонстрировать поближе, надеюсь, это видно. Как будто человек ухаживает за больным животным. Сложно мне сказать, кто это. Это как маленький, ну, антилопа, наверное, скорее всего. Пытается ее выходить. Вот есть такой момент, что пентакли все-таки, да, вас может что-то не устраивать по деньгам. Деньги у вас есть, деньги у вас будут. Но, может быть, вопрос в сумме, на что вы готовы потратить, а тут как неувязка какая-то нестыковка, может быть. Вы предполагали, ну, какой-то меньшей суммой обойтись, а здесь может что-то получиться, когда денег недостаточно, либо если я сейчас, допустим, во что-то вкладываюсь, то каковы мои перспективы по финансам на будущее. Какой-то очень важный вы будете решать вопрос. И отчасти карта говорит, что есть определенное недопонимание. Но я вот почему, может быть, по аркану букет? Я и говорила, у вас сильная позиция, что консенсус какой-то может быть достигнут. Даже в тех случаях, когда это сделать будет достаточно нелегко, непросто. Выйти, по сути дела, из какой-то финансовой ямы, может быть, возможность такая, решить какой-то финансовый вопрос по части жилья, и есть возможность или по части труда, или если были какие-то вопросы в личной жизни, когда вы друг друга не поняли. Может быть, мы ведь смотрим неожиданность, какие-то новые сведения приходят или обстоятельства жизни вас могут вынуждать договариваться, как неожиданность. Такое я могу предположить тоже. Чтобы не было вот недостатка, как и в взаимопонимании, так и в финансах. Согласования какие-то у вас будут, это точно, но и выбор тоже. Не просто может быть, кстати. Но ваша сильная позиция, король мечей выпадает. Это когда вы что-то делаете по закону. Или когда вы основываетесь на том, как работают законы в той местности, где вы находитесь, или составление важных бумаг, и вы тоже ищете информацию, как это будет правильно сделать. Может быть, консультация юристов, адвокатов по аркану король мечей как раз это проходит. Вы сами, мои дорогие, король мечей – это ваша энергетика, и поэтому ваша сила, как я уже сказала, у вас сильная позиция на конец ноября. Как будто многое будет зависеть именно от ваших ключевых решений. По этой карте могут проходить также вопросы, связанные, когда вы идете, ну, к примеру, проходить обследование. Все же проходят по этой карте и врачи, люди в форме, в принципе, проходят. И это не значит, что мы болеем, но, может быть, у кого-то стоматолог проиграется, или когда рутинное обследование, когда вы что-то откладывали в долгий ящик, а теперь вы решитесь, что нет, вот надо мне тут что-то прояснить. По части, возможно, принятия важных решений, когда вам нужно что-то сделать рационально.
Все уже у нас король мечей, это тот, который основывается на реальных событиях. Это карта эксперта. Для кого-то это статусная еще одновременно карта будет как раз и говорить о том, что вы строите карьеру или меняете свое окружение. Ваша сильная позиция в целом на конец ноября. Дело, работа, бизнес. Давайте откроем, посмотрим. Договариваться придется. Какая-то ситуация из прошлого, она продолжится именно по делам, по вашим приоритетам, когда вы будете, может быть, отстраивать с учетом новых сложившихся обстоятельств свое дальнейшее видение. Что я готов продолжать, от чего я готов отказаться. Есть определенная и двойственность. Вот эта карта-развилка может говорить, что выбор придется делать. Двойка жезлов, может быть, и придется, словно и в вашем, и нашем, как сидеть одновременно на двух стульях. Или этот выбор сделать будет сложно. Давайте раскроем, что нам расскажут карты по этой позиции. О чем? Ну, у вас что-то очень важное, мои дорогие. Может быть, это будет связано с женщиной, очень важной в вашей жизни, если это смотрят меня мужчины. Карта императрицы. Это карта символ нового я. Это карта благополучия в квадрате, можно сказать так. И здесь могут быть совмещены одновременно и вопросы и личной жизни, и вопросы финансов, и место вашего проживания, и согласование по документам. Или это ваша новая концепция вашего труда, вашего творчества, новых заработков. Здесь все вместе. Это карта новых возможностей и нового качества жизни. Но выбор действительно придется делать. И выбор, скорее всего, не так просто будет сделать. Но есть что-то доброе, хорошее, мои дорогие. Если меня смотрят девочки, мои дорогие, может быть, это вопросы, когда я жду ребенка. Но перекладывайте на себя сообразно вашему возрасту или вашим интересам, или это ваша личная жизнь. Это вы меняете статус. Мои дорогие мужчины, тоже может происходить вопросы смены вашего статуса, потому что кто-то решится как раз соединить брачными узами. Но мы все разные. Может быть, для кого-то из вас это и отчасти прежняя какая-то история, которая сложилась со знаком минус. И теперь вам нужно де юре упорядочить свою личную жизнь для того, чтобы создать что-то новое, более счастливое, более интересное. И такое я тоже могу предположить. Все же карта императрицы нам говорит о таком более глобальном благополучии и то, что для вас важно на долгий период времени. Давайте еще одну карту достану. И вам словно придется пройти по узкому фарватеру. Правда, решение какое-то вам придется принять. Развилка, да, направо или налево. Только вот одновременно нельзя. Мы с вами говорили. И в этой колоде, посмотрите, словно мы идем, в ваших руках ключи. И вы идете не один, как будто с вами идет еще кто-то. И вот этот узкий фарватер, по сторонам две пропасти. Нельзя оступиться. Какие-то очень важные решения. И не будет этой двойственности, потому что выбор как будто он предопределен. Будьте внимательны к подсказкам вашего шестого чувства. Я так вижу. Есть только одно какое-то очень правильное решение, от которого будет зависеть ваше благополучие и качество жизни на последующий период. И вы как не можете от чего-то отказаться, по крайней мере, я вижу именно так. В этом как раз решения и будут заключаться, насколько вы будете счастливы. Или, может быть, по личной жизни, мои дорогие, выход как из одиночества у кого-то может проиграться, несмотря на то, что мы смотрим с вами дела, работа, бизнес. Может быть, это контакты с каким-то очень важным человеком. Кто знает, вы меняете, может быть, по части труда, работы, принимаете важные решения. И оказавшись даже в другом социуме, в другом коллективе, вы можете для тех, кто один или одна, обрести новых друзей, новые знакомства и обустроить как-то по-новому личную жизнь. Через труд, через вашу работу, через ваш социум может приходить новые возможности
быть счастливым именно в плане любви. И такое я тоже не могу исключать. Вот этот самый фарватер. По сторонам две пропасти. Деньги мы смотрим. Семерка жезлов. Будьте внимательны. Здесь может быть много вариантов. Как разные люди. Или люди, с которыми мы говорим на разных языках. Есть какая-то сепарация, безусловно. Но есть и сфера ваших интересов. Одновременно в 7 сторон не пойдешь. Как 7 сторон света. Или вот опять же, развилка. Есть два пути. Вам придется что-то согласовывать и по финансам тоже. Но мы соблюсти должны наши интересы или наш приоритет. Давайте несколько раскроем. Вы сможете решить финансовый вопрос или финансовую проблему? Или, может быть, это закрыть какой-то, ну, как у кого-то это как отчет, может быть, к примеру, да, или важные согласования. У кого-то вопросы имущества или непосредственно денежных поступлений. Но, может быть, знаете, как много советов со стороны. Или много разных интересов, много сторон, которые участвуют в данном вопросе. А вам нужно скомпоновать в единый какой-то красивый узор, чтобы были либо все довольны, но так я могу предположить, сделать будет достаточно сложно, потому что ваш какой-то интерес вам нужно соблюсти в первую очередь. Поэтому давайте раскроем, с чем это может быть связано. Король жезлов, это, знаете, когда карта харизматичного лидера. Да, есть, может быть, это ваш именно интерес. И когда мы никуда не торопимся. Может быть, какие-то продуманные очень действия от вас потребуются. Или буквально какой-то просчет. Вы можете контактировать с каким-то человеком, который, кстати, имеет свою точку зрения. И вы можете быть с ним не согласны. Следом выпадает семерка пентаклей. Это есть всегда некоторый дисбаланс. И по части, кстати, денег. Словно 7 пентаклей. Если их положить на чашу весов, то с одной стороны мы можем положить 4 пентакля, а с другой только 3. Или как-то по-другому. Но равновесия нет. А вам это равновесие по финансам придется достигать. Есть финансовый вопрос, который, правда, будет связан у кого-то с куплей-продажей недвижимости. Выпадает карта колесница. Но это карта последующих успехов. Карта вообще счастливого будущего, перемен, причем счастливых перемен, каких-то новых совершенно возможностей. Поэтому, я так думаю, и финансовый вопрос вы какой-то сумеете решить. Но у каждого своя концепция, поскольку у кого-то это будет просто новые заработки. Или откуда ко мне приходят деньги. А для кого-то это более глобально, может быть, как покупка недвижимости или смена места жительства. Ну и, кстати, карта колесница может как раз об этом тоже свидетельствовать. И здесь будет очень много воедино разных вопросов. Некогда вам будет скучать, мои дорогие близнецы, это точно. Но, видимо, даже если есть этот узкий фарватер, и мы говорим колесница, вам на этой колеснице придется, видимо, промчаться словно по реалиям, которые открывает для вас судьба в этот период. Что же в личной жизни? 19-й старший аркан, мои дорогие. Солнце. Что мне сказать? Ваша сильная позиция, и, наверное, мои дорогие близнецы, вы здесь играете первую скрипку. От вашего желания или от нежелания, может быть, что-то продолжать, я могу такое предположить, или наоборот, от ваших интересов. Все же не совсем нам тут про любовь. 19-й старший аркан может говорить больше нам о эго, увы, солнце. Но есть еще и по аркану Солнца, это как выбор правильного направления, и по личной жизни вы можете себе сказать за что-то спасибо. Может быть, прежде что-то не разрушили. Или то, что прежде вовремя сориентировались, может быть, в каких-то отношениях. Или, может быть, продолжили, пусть это даже будет касаться вашего личного творчества или саморазвития. Это то, что будет продолжено в последующие как минимум 6 месяцев, продолжено очень активно, обустраивать новое качество жизни
или совершенно новую концепцию благополучия. И если здесь у нас выпадает карта колесница, успех, здесь у нас выпадает карта императрицы. И в принципе даже для мужчин, мои дорогие мужчины, императрица это больше карта дипломатии. Поэтому даже путем каких-то договоренностей вы так или иначе собственное солнце, собственное направление сумеете развить, продолжить, усилить, увеличить все то, что идет со знаком плюс. Но и правильное направление, ну, вы чем-то остаетесь довольны, я должна сказать. Карта радости. У каждого здесь своя какая-то будет радость, но что-то доброе, хорошее у вас открывается на последующий период времени. Может быть, мои дорогие, Плутон в Водолее для вас и открывает новые перспективы на последующий период не только конца 2024 года. Это для вас более удачной энергии, но и на 2025 год это тоже новые приоритеты, новые возможности. Мне нечего добавить. Давайте откроем карту «Совет». Ну вот, наверное, самое главное не уставиться в каком-то одном направлении или не застрять в бездействии, мои дорогие. Четверка кубков – это когда ничего не происходит, когда мы ждем, что события, как перемены, сами нам предложат какие-то варианты, мы из них будем выбирать, а этого не произойдет. Здесь придется выбирать вам. Здесь вы выбираете, что же я себе могу и хочу, как и качество жизни, в каких рамках я готов что-то продолжать, или надолго ли меня хватит, или каковы мои приоритеты. Много старших арканов, которые вас ориентируют на совершенно какие-то другие действия. Или когда должно быть закончено какое-то бездействие или длительное выжидание. Все же, я сказала, мы можем уставиться в одном направлении. Или сидеть и ждать, что что-то сейчас вдруг изменится. А на самом деле ничего без наших действий не меняется. По четверке кубков это карта, когда мы просто наблюдаем. В наблюдателях у нас вряд ли получится что-то организовать, совершить. Вот эту концепцию солнца, наших успехов, продолжить как-то на будущее. Давайте я еще одну карту достану. В этой колоде карт тройка мечей, как карта страха изображена. 3 женщины испугались, и нам только показывается кончик хвоста и лапы, как серый волк. Все же это у нас Таро легенд, мифов. Поэтому как сказка какая-то. Это то, что нам показалось. Или, может быть, на основе каких-то прежних разочаровывающих ситуаций. Мы вот в этом состоянии стопора находимся и никак не можем что-то начать. А на самом деле это не имеет уже какого-то значения. Должно прийти на смену прежним переживаниям здоровое равнодушие. Это как карта совет. Не чего-то не бояться буквально. И сделать что-то в соответствии с законом. С одной стороны, быть честным с самим собой. Понимать, что есть, видимо, то, что нами должно быть все же продолжено, но и оформлено, может быть, правильно по документам, или закрепить какой-то успех. Опять же, мы должны поступать по закону, не должны мы рисковать. Мы рискуем отчасти, либо продолжая какое-то бездеятельное выжидание, так и себя нагружая какими-то сомнениями, страхами, а есть какая-то реальность. И даже если мы думаем, что судьба несправедлива к нам, аркан все же юстиция предполагается, аркан он называется в некоторых колодах аркан справедливость, что судьба к нам несправедлива. И тем не менее, какая-то прежняя история, даже со знаком минус, она, значит, не случайно тоже, может быть, была в вашей жизни, чтобы вы сделали какие-то важные выводы, и вот это свое солнце отстроили совершенно в новой концепции. Бездеятельность, в принципе, она для вас не означает или не будет способствовать тому, что вот это выжидание, оно чем-то закончится положительным. Перемены определенно будут. И если мы в них не участвуем, значит, они произойдут каким-то другим путем. Поэтому на что-то решиться для вас будет важным. Не упустить, мои дорогие, это солнце. И вот это бездействие, оно может для вас, ну, как-то не очень хорошо проиграться именно
в последнюю декаду ноября. По крайней мере, это я так вижу, так раскрывают карты, потому что сами по себе перемены, как и по финансам, как и в личной жизни, так и по делам, по бизнесу, по преувеличению вашего дохода. Вообще есть возможность быть счастливым и уверенным и в себе, и в завтрашнем дне. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. Не совсем простой прогноз, но у каждого же здесь из нас своя какая-то как задумка. Поэтому, надеюсь, чем-то расклад был полезен. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.